Всем дизайн! Сегодня у нас видео, которое вы давно просили. Видео, которое расскажет вам о том, что же такое дизайн-проект, что в него включено и зачем он вообще нужен. Но я сразу оговорюсь, что в составлении дизайн-проектов не существует единых правил, по которым необходимо создавать дизайн-проекты. Поэтому каждая студия или каждый дизайнер по-своему решают этот вопрос. Я расскажу, как это делаем мы. Дизайн-проект – это инструкция по сборке вашего будущего интерьера. Можно привести аналог. Вот, например, вы купили стол, и у него в коробке будет не только различные детали, винтики, гаечки и так далее. У него еще в коробке будет инструкция по сборке, где написано деталь А крепить к детали Б вместе С. Вы это все собираете, и у вас получается стол. Вот дизайн-проект для вашего будущего ремонта, для вашего будущего интерьера и есть та самая инструкция по сборке. И инструкция эта состоит из 3 глав, где первая глава этой книги – это планировочное решение. Это один из базовых чертежей, на основе которого строится дальнейшая работа. То есть это скелет нашего будущего дизайн-проекта. Вторая глава – это стилистические решения и 3D-визуализации, где понятно, как мы уже это пространство распланирования разукрашиваем в стиль, в цвет и в какие материалы. И 3 глава – это чертежи, рабочая документация, которая как раз и рассказывает, что к чему, куда крепить и какой именно материал на этой поверхности использован. Перед тем, как мы с вами занырнем в пучину чертежей, я вам предлагаю остановиться на секундочку и сразу предвосхитить вопрос, который иногда, не часто, но все же бывает задают. А входит ли технический дизайн в дизайн-проект? И здесь, на самом деле, не очень понятно, что именно подразумевается под техническим дизайном, потому что в профессиональной среде, в профессиональной лексике такого выражения нет. Есть промышленный дизайн, он же предметный дизайн, он же индустриальный дизайн, и он определяет внешний облик предметов нашего домашнего обихода, предметов, которые окружают нас, нашу жизнь постоянно. Кстати, у меня есть видео, где я в Лондоне гуляю по музею предметного дизайна, и рассказываю, почему вот этот чайник, он не просто чайник, а оказывается шедевр мирового дизайна. Можете посмотреть внизу по ссылочке в описании. Что касается строительства, мы можем встретить такие названия, как электропроект. Мы можем увидеть там проекты вентиляции и кондиционирования, проекты отопления, проекты умного дома, проекты, там, если мы касаемся строительства, то это будут разделы АР, КР, мы можем увидеть проекты усиления конструкций и так далее, и так далее, и так далее. И, кстати, вот эти все проектища делают узконаправленные инженеры, которые всю жизнь занимаются только, например, конструкциями, причем определенного типа. Технический дизайн, само словосочетание, вы не встретите ни в вузах, ни в настройке, ни среди инженеров, ни среди дизайнеров. А что касается планов монтажа и чертежей, рабочей документации непосредственно, то она всегда есть в любом дизайн-проекте, и без нее ни один дизайн-проект просто не сдается. Любой дизайн-проект начинается с технического задания. Это такая анкета на несколько листов, где очень много вопросов, и где фиксируются ваши основные пожелания, ваши вкусы, ваши привычки, ваши предпочтения. И там содержатся такие вопросы, о которых вы, может быть, даже сами раньше не задумывались, и которые помогают не только нам понять вас, но и вам понять самих себя глубже и понять, насколько же вы четко понимаете, что вы на самом деле хотите от интерьера. В тех заданиях учитывается все. Учитывается состав семьи, учитывается возраст семьи, учитываются привычки, учитывается образ жизни, хобби членов семьи. Таким образом, дизайн-проект получается такая индивидуальная субстанция, которая создана решать задачи конкретной семьи. Они, естественно, не всех вокруг. Конкретных людей с конкретными привычками. Где жене нравится синий, где дочка играет на пианино, где муж любит запираться у себя в хоум-офисе, чтобы его никто не трогал, и где сыну нужна груша, чтобы к нему вот так вот никто не подходил еще на 2,5 метра вокруг этой груши.
Когда вы ходите по интернетам и смотрите дизайн-проект и говорите, тут все неправы, я бы сделала вот так, тут все неправильно, я бы сделала вот так, это неправильный подход, потому что дизайн-проект, он всегда создается под уникальную семью с ее уникальным набором потребностей и уникальными обстоятельствами. Вы должны понимать, что это как примерять на себя костюм, который сшит был на заказ на другого человека. Естественно, он вам не подойдет. Единовременно с заполнением технического задания на объекте производятся обмеры, которые показывают размеры каждого уголка, каждого закутка в квартире. Не просто там, как на плане БТИ отмечено, там что-то примерно, приблизительно, а все высоты проемов, там, дверных проемов, оконных проемов, все конструкции, балки, ниши, отмечается каждый уголок, каждый нюанс, все это тщательно обмеривается, потому что нам нужен очень четкий обмерный план, на базе которого уже дальше будет разрабатываться рабочая документация. Вот, но если вы, например, не из Москвы, а хотите заказать дизайн-проект дистанционно, то тогда вы самостоятельно делаете обмеры по схеме, очень четкой схеме, которую мы предоставляем. И еще, если помещение очень сложное, теперь это вне зависимости от того, где находится помещение, да, в Москве или где-то еще, если помещение там с арками, с какими-то скатами, что-то там, какие-то сложные конструкции, всегда лучше заказывать специальных людей, специальных замерщиков, которые приедут на объект с супер-мега 3D сканером, которые вот так вот все это простреляют, сделают 3D модель и предоставят очень четкий обмерный план, с которым уже будет гораздо проще работать. И вот это уже действительно грамотный и профессиональный подход для сложных помещений. Простые помещения, конечно, можно самостоятельно померить. Дальше весь процесс разработки дизайн-проекта происходит стандартно, вне зависимости от того, в какой точке мира находится объект. Дальше разрабатывается планировочное решение с учетом всех тех требований, которые вы провозгласили в своем техническом задании. Учитываются реальные габариты мебели, учитываются нормы и правила эргономики, учитываются строительные нормы, и при этом предвосхищаются следующие шаги разработки дизайн-проекта. Это стилевые решения, потому что если вы, например, тяготеете к классическим интерьерам, то планировка у вас должна быть более сбалансированная, более уравновешенная, простраиваться по осям. Это берется во внимание. Или, например, если вы тяготеете к современным стилям, тогда у вас будут более асимметричные решения, что гораздо лучше смотрится в современных интерьерах, гораздо более выигрышно. И, естественно, вот создается вот такое вот комплексное решение всех ваших проблем и отвечающее на ваши требования в техническом задании. Вот такой вот скелет, каркас для разработки дизайн-проекта, для разработки вашего будущего интерьера. При разработке планировочного решения мы не предлагаем заведомо проигрышные варианты, или нереализуемые варианты, или плохие варианты. Мы не предлагаем такого. И мы не занимаемся перебором, потому что не бывает на самом деле хороших 15 вариантов планировочных решений. Хороших бывает 2-3 варианта. 15 вариантов это уже вам показывают черновики, которые должны быть предназначены только для внутреннего пользования дизайнера, который вот перебирает варианты для того, чтобы предоставить их клиенту, и отметает какие-то плохие, не очень удачные варианты. А клиенту предоставляются только вот самые оптимальные решения, которые наилучшим образом решают поставленные задачи. И это профессиональный подход. Кстати, на тему планировочного решения у меня есть аж 2-серийный фильм. Да, 2-серийный фильм, который вы можете посмотреть внизу по ссылочкам в описании. После разработки планировочного решения, естественно, оно обсуждается с клиентом, если необходимо, дорабатываются какие-то нюансы, и после согласования переходим к следующему этапу. Следующий этап – это фотореалистичное изображение или 3D-визуализация, которая, если мы образно будем говорить, простраивается так. Мы берем наше утвержденное планировочное решение, где понятно, где расположена мебель, какая там, какого размера,
И на этот каркас, на этот скелет утвержденный мы накидываем конкретные цвета, конкретные формы, конкретные текстуры, фактуры, конкретную мебель с конкретным артикулом, который можно купить в конкретном магазине, а не просто так она налеплена там. И все это вполне конкретно показывает, как соединяются материалы, какие где углы, узлы примыкания, как это все друг с другом соединяется, где какие завышения, занижения, как и какие расположены светильники, в каком месте, над столом или где-то еще. В общем, все это показывает 3D-визуализация, и она отвечает сразу всем и строителям, и заказчикам на все вопросы и объясняет, как будет выглядеть пространство после ремонта и к чему мы, собственно говоря, стремимся. При разработке стилистики мы опираемся на визуальные референсы от заказчика, который предварительно объясняет, что ему понравилось на этих картинках, стол, стул, диван или что-то еще. Это все фиксируется, и на основе этих пожеланий разрабатывается стилистическое решение. А не потому, что дизайнерам что-то там в голову взбрело. Нет, это так не работает. После разработки визуализации также обсуждаются с заказчиком. Вносятся правки, корректировки, доработки, если это необходимо. И потом мы переходим к следующему этапу. Когда у нас уже есть ориентир, когда у нас есть уже цель, которую мы согласовали, 3D-визуализации, мы можем приступать к разработке рабочей документации, которая, собственно, и является той самой инструкцией по сборке, что куда к чему крепить, чтобы получилось то, что мы согласовали на втором этапе. В состав рабочей документации входит план монтажа и демонтажа перегородок, который строится на основе планировочного решения и отображает, где что мы сносим и где что мы возводим. План расстановки сантехники, который отображает расположение сантехнических приборов и выводов к ним. План дверных проемов, который отображает, где какие двери расположены, в какую сторону они открываются, какие у них габариты. План теплого пола, который отображает расположение, границы теплого пола и расположение регуляторов к ним. План полов с указанием типа напольного покрытия. По результатам визуализации у нас уже выбраны конкретные артикулы, поэтому на этом плане отображается раскладка с учетом конкретных размеров и габаритов напольного покрытия. План потолков отображает, где какой потолок находится, указывает занижение и также учитывает все технические нюансы, там, например, вентиляцию, кондиционирование, расположение светильников, и также учитывает все стилистические решения. Планы расположения розеток, выключателей, светильников и их взаимосвязи. И здесь на этих планах отображаются все розетки, USB-розетки, ТВ-розетки, выключатели, обычные, проходные, светильники и взаимосвязи их с выключателями. На этих планах указываются размеры для монтажа, отступы от стены, от пола, от края торца потолка, если это какое-нибудь у нас занижение, например, у нас там должны быть расположены светильники. В общем, на этих планах указываются все электроточки с учетом всяких подсветок, закарнизных подсветок, подсветки рабочей зоны, кухни и так далее. В общем, очень много нюансов здесь учитываются в этих планах. Развертки, планы конструкции, ниш в помещении показывают, где какой материал и как мы будем применять, в каком объеме он нам нужен, как мы, например, будем раскладывать молдинги на стенах, какая краска и в каком объеме нам нужна на этой стене. И показывают также конструкции, которые нам необходимо возвести для решения какой-либо задачи, как мы возводим эту конструкцию, по каким размерам, что и как мы будем прятать, если нам необходима эта конструкция для того, чтобы что-то спрятать. В общем, все вот эти нюансы располагаются и решаются вот в этой группе чертежей. Развертки стен в санузлах отображают раскладку плитки с учетом конкретных артикулов, которые уже были утверждены на этапе визуализации, и также учитывают расположение всех швов, подрезок и учитывают также прочие нюансы, такие как расположение электроточек и заусовки в каких-то местах, указывается, где это и какую необходимо произвести заусовку. Спецификация отделочных материалов, мебели, источников света, сантехники, а также ведомости отделки помещений
Эта группа документации, эта группа чертежей, таблиц отображает у нас все артикулы и ссылки, где можно купить те предметы, которые у нас были задействованы в дизайн-проекте в нашей визуализации. А в визуализации, как я уже говорила, реально существующие предметы мебели, которые можно купить. Так вот, в этом блоке указываются все артикулы и все ссылки на все эти предметы. И указывается количество отделочных материалов, которые нам необходимы для отделки, чтобы вам было проще осуществлять закупки. И потом все это сшивается, и получается у нас наша готовая инструкция по сборке интерьера. Наш дизайн-проект готов. После разработки дизайн-проекта начинается его реализация, то есть стройка, и на этом этапе вы можете подключить дизайнера, заказав у него услугу авторского надзора, которая подразумевает отслеживание хода строительства на предмет его соответствия дизайн-проекту. И в этой услуге дизайнер, приезжая на объект, каждый раз фиксирует изменения, ведет журнал авторского надзора, где пишет замечания, дополнения и какие-то нюансы, которые необходимо поправить к его следующему визиту, и отчитывается заказчику о происходящем на стройке. И, кстати, у меня на канале есть видео одного моего такого дня, как я хожу и надзорю по разным объектам, постройкам. Ссылочка будет внизу в описании. Но давайте разделять не только мух от котлет, но и авторский надзор от технического надзора, потому что техническим надзором занимаются в первую очередь это бывшие строители, прорабы или инженеры, которые очень четко понимают строительные технологии, они не лезут в красоту, не лезут во внешний вид, они лезут в технологии стройки, и если вам необходимо контролировать строителей и с этой точки зрения, то это уже, конечно, совершенно другая услуга. Но когда заказывается технический надзор, возникает философский такой вопрос недоверия к строителям, и здесь возникает другой вопрос, прозаический, а зачем тогда нанимать таких людей, которым вообще не доверяешь, и о которых думаешь, что они-то точно стяжку эту зальют неправильно. Может быть, стоит поменять строителей на более компетентных? Что касается сроков разработки дизайн-проекта, то здесь, конечно, все очень сильно зависит от площади. Чем больше площадь, тем больше будет срок разработки дизайн-проекта, это понятно. Но среднестатистическая разработка дизайн-проекта для среднестатистического помещения отнимает примерно 3 месяца. И вам необходимо эти 3 месяца предусмотрительно заложить, для того, чтобы и дизайнер все четко и тщательно прорисовал и продумал, и для того, чтобы вы принимали все решения, вы же утверждаете каждый шаг дизайн-проекта, взвешенно и ответственно, и без лишней суеты, и не принимали поспешных решений. В любом случае с дизайн-проектом ремонт идет быстрее, потому что все участники процесса понимают, куда они идут, к какой цели стремятся, какими средствами они это будут достигать, какие им нужны материалы, в какой промежуток времени. И, естественно, любой такой строительный процесс с дизайн-проектом идет более организованно и более быстро. Но если ваш бюджет не предполагает услуг дизайнера, либо вы хотите все сделать самостоятельно, потому что вам все это происходящее жутко интересно, то специально для вас я разработала курс «Дизайн без воды», 4-й поток которого начнется 19 апреля, уже вот-вот. А если вы смотрите этот ролик после этой даты, то внизу, там в описании будет ссылка, где уже наверняка анонсирована дата нового курса. На этом курсе «Дизайн без воды» всего за месяц мы учимся в простой, непрофессиональной программе создавать свой мини-проект, где мы чертим грамотное планировочное решение, где мы разбираемся в стилях, как сочетать материалы и цвета, как создавать чертежи электрики, создаем вот такие вот 3D-визуализации и вот такие вот крутые VR-панорамы, которые создали у нас курсовчане, вот это вот работы с 3-го потока нашего курса, они создали вот такие вот крутые VR-панорамы. Это очень классно, можно обсуждать вот так со строителем, держа в руках смартфон или планшет, обсуждать все детали вашего будущего интерьера. Это очень круто. Ссылочка на курс будет внизу в описании. Понравился ролик? Поддержите его лайком, пишите ваши вопросы в комментариях, я отвечаю на вопросы в комментариях.
И подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. До новых встреч, всем дизайн!